У 7-летней Сары Линдстрём было необычное детство, полное загадок и неожиданных приключений, в которые она погружалась с каждым новым днем. Большую часть своего времени девочка проводила в небольшой уютной хижине, окруженной лесами и полями, почти не покидая ее пределов. В этом изолированном мире тишины и покоя Сара чувствовала себя в безопасности и защищенной. Но это также создало вокруг нее атмосферу некоторой одиночества. И хотя у нее были игрушки и мир фантазий, летом 1980 года все кардинально изменилось, когда вместе с матерью и отчимом она переехала в Гётеборг, большой, шумный и яркий город. В новом месте жизнь стала казаться свободнее и более насыщенной, чем когда-либо прежде. Сара стала чаще покидать дом, исследовать новые улицы и постепенно привыкать к городской суете, прогулки по которым наполняли ее день неизведанным. Она наблюдала за тем, как дети играли на площадках, как взрослые спешили по своим делам, и каждое новое событие казалось ей маленьким удивлением. Но все шло своим чередом, пока однажды она не отправилась в очередной поход с отчимом в продуктовый магазин, наполняющий невероятными ароматами свежих булочек и сладких фруктов. Девочка и представить себе не могла, что именно в этом месте она сделает судьбоносное открытие, которое навсегда изменит ее жизнь и привнесет множество новых переживаний, вплетая их в ее судьбу. Гуляя по молочному отделу, Сара вдруг заметила нечто странное и неожиданное. На упаковках молока среди привычных изображений, таких как коровы и зеленые луга, вдруг оказалось лицо, которое, казалось, смотрело прямо на нее. Присмотревшись внимательнее, она поняла — это было ее собственное лицо, и ее сердце забилось быстрее от волнения и удивления. Ее хрупкая детская психика не могла взять в толк, что под этой фотографией было напечатано тревожное сообщение: «Пропал ребенок». Для Сары это выглядело скорее как неожиданная слава. Она на мгновение ощутила себя настоящей знаменитостью, не уставляя себе в голову никаких серьезных последствий этого факта. Она с восторгом попросила отчима купить именно эту коробку молока, которая в ее глазах казалась особенной и уникальной. Мужчина согласился, вырезал фотографию и, передав ее девочке, поставил условие: она не должна рассказывать об этом никому. Однако, как мы знаем, дети редко умеют хранить секреты, и, несмотря на его просьбу, такой стиль жизни давался Саре с трудом. Сара старалась усердно держать обещания, но все же продолжала носить вырезанную фотографию с собой, ощущая, что в этом кроется нечто важное и даже волшебное. Однажды, когда она пошла поиграть к своим соседям, девочка оставила карточку в своем рюкзаке, полном игрушек и других интересных находок. Это, казалось бы, мелочь, которую можно легко было забыть, перевернула всю ее жизнь и запустила цепь неожиданных событий, о которых она даже не подозревала. Ведь иногда в жизни случаются настоящие чудеса. И именно это чудо ждало ее на горизонте. Сара Линдстрём была не единственным ребенком, чье лицо появлялось на молочных упаковках. В Швеции, как и в США, в 70-80-х годах власти и общественные организации искали новые, более эффективные способы привлечь внимание к проблеме пропавших детей в веке, охваченном и без того многими трудностями. За годы расправы с этой сложной и мучительной ситуацией на упаковках молока оказались от 3 до 5 миллиардов изображений пропавших детей по всей стране. До начала 1980-х полиция не делала различий между пропавшими взрослыми и детьми, что значило, что поисковые операции зачастую начинались слишком поздно и привели к печальным последствиям. В большинстве случаев родители, у которых не было никаких весомых доказательств похищения, например, вымогательства или требований выкупа, должны были ждать до 72 часов, прежде чем полиция начинала какие-либо действия или предприняла что-то конкретное.
Особенно тяжело было в ситуациях, когда похищение совершал кто-то из ближайших родственников, что часто затрудняло реакцию и затягивало поиск. Полицейские считали такие случаи семейными конфликтами и отказывались вмешиваться в ситуации, что лишь усугубляло и без того ужасное положение дел. Родители, потерявшие своих детей, начали объединяться в группы, собирать силы и требовать реформ, чтобы поменять существующую систему, объясняя, как легко можно вывести ребенка из одного города в другой, пока полиция только собирает данные и не предпринимает никаких действий. Безусловно, постепенно в общественном сознании стал появляться новый термин — похищение ребенка, который выделял такие дела в отдельную категорию, требующую особого внимания и необходимости немедленного реагирования. Кампания по поиску детей, получившая новое дыхание и поддержку, начала набирать силу. Ее поддержал Шведский национальный совет по защите детей, но встал главный вопрос — как максимально быстро распространять фотографии пропавших? Интернета в тот момент еще не существовало, и поэтому выбрали молочные упаковки. Почти каждая шведская семья покупала молоко каждую неделю, а его короткий срок годности позволял заинтересованным сторонам оперативно обновлять изображения пропавших детей. Первая упаковка с фотографией пропавшего ребенка появилась в декабре 1984 года, и уже к марту следующего года сотни молочных компаний по всей стране печатали подобные фотографии на своих упаковках. Одними из первых детей, чьи лица появились на упаковках, стали Йоран Карлсон из Стокгольма и Матиас Эрнстрём из Мальмё. 6-летний Йоран пропал в 1979 году. Он вышел из дома, чтобы дойти до автобусной остановки, но так и не дошел в привычное для него место. Его искали сотни полицейских и добровольцев. Фотографии мальчика расклеивались по всему городу. Даже повесили огромный билборд в самом центре Стокгольма. Но все усилия оказались тщетными, и исчезновение Йорана так и осталось загадкой, ожидающей своего разрешения. В 1982 году пропал Матиас Эрнстрём. 12-летний мальчик, который разносил газеты и, к сожалению, пропал прямо во время своей работы. Его отец нашел тележку с недоставленными газетами всего в нескольких кварталах от дома, что стало для них истинным шоком. Полиция в очередной раз отказалась объявлять ребенка пропавшим в течение 3 дней, и тогда его мать, не желая сдаваться, основала фонд в его защиту и призывала сообщество к активным действиям и поискам. Благодаря ее усилиям в Швеции в 1984 году был принят закон, который получил название ПЯН — «Закон Матиаса Эрнстрёма», и позволял полиции немедленно действовать при отсутствии информации о пропавшем ребенке, тем самым защищая детей от дальнейших угроз. К сожалению, ни Йоран, ни Матиас так и не вернулись домой, и такая печальная судьба ждала большинство детей, чьи фотографии печатали на молочных упаковках. Считается, что из примерно 200 пропавших детей находят только 2, и одной из этих счастливец оказалась святым образом девочка из Гётеборга, Сара Линдстрём, чья история захватила сердце многих. Когда соседка внезапно обнаружила фотографию в рюкзаке девочки, она сразу обратилась в полицию, так как осознала всю серьезность ситуации. Вскоре отчима арестовали по обвинению в похищении, и выяснилось, что вся жизнь маленькой Сары до того момента была построена на лжи. Когда ей было всего 3 года, ее незаконно отобрали у биологического отца, и мать с отчимом увезли ее в другой город, дабы скрыть ее существование и защитить от возможных угроз и лишений. При этом она жила почти в полной изоляции и мечтала о лучшей жизни, полной света и счастья. Все эти годы она ничего не знала о том, кто она на самом деле, и искренне верила, что живут как все нормальные дети. Но одно неожиданное событие в виде похода в магазин стерло границы между ее милой фантазией и суровой реальностью, которая начала открываться на ее глазах, тем самым стал поворотным моментом в этой судьбоносной истории. Ее отец не сдавался и, несмотря на все трудности,
настойчиво настаивал на том, чтобы фотографию дочери разместили на упаковках молока, надеясь на чудо. В итоге именно сама Сара, наконец-то узнавшая себя на картонной коробке молока, стала ключом к ее спасению от темного прошлого, которое окружало ее. В 1990 году в Швеции вышел популярный роман «Лицо на молочной коробке», который был вдохновлен этой поразительной и трогательной историей, став не только литературным произведением, но и отражением реальности, с которой сталкиваются многие семьи. А в 1995 году книга была экранизирована, что добавило ей дополнительную известность и популярность среди зрителей. Хотя эта кампания по поиску детей помогла воссоединить Сару с отцом, она также подвергалась критике со стороны общества. Большинство дел, касающихся пропавших детей, так и не были раскрыты, а со временем общество приняло эту практику настолько, что стало привыкать к фотографиям и перестало обращать на них столь пристальное внимание, как это было ранее. Некоторые педиатры даже считали, что постоянное внимание к историям о похищениях детей формировало у маленьких людей иррациональный страх перед незнакомцами и незаслуженную тревогу. Кроме того, критики указывали на расовую предвзятость. Фотографии на упаковках чаще всего принадлежали светлокожим детям, хотя статистика показывала иное распределение среди пропавших, что вводило в заблуждение и бабушки, и дедушки, даже родителей о реальных обстоятельствах. К концу 80-х кампания, на которую было потрачено немало усилий, утратила популярность. Пластиковые бутылки постепенно заменили картонные упаковки, и печатать фотографии стало значительно сложнее, что негативно отразилось на общем состоянии дел. Одним из последних детей, чье лицо появилось на упаковке, стала 16-летняя Молли Бэнктсон из Кальмара, которая пропала во время летней работы спасателем. Фотография на молоке, ставшая последней надеждой родителей, однако не привела к чуду. В 2003 году ее останки были найдены, и эта печальная новость потрясла всю страну, унесшая жизни и мечты об единстве в семье. Несмотря на критику, именно эта кампания проложила путь к реформам. И позже в Швеции была создана система быстрого оповещения, а в 1996 году внедрили шведский аналог Amber Alert, систему Barnlarm. Теперь информация о пропавших детях мгновенно распространяется через СМС, интернет и уличные билборды, что значительно повысило вероятность успешного розыска. В облаках прошедших лет запечатлелась недетская серьезность, и сегодня в Швеции все еще помнят о детях с молочных упаковок. Тысячи лиц, когда-то смотрящих с холодильников и обеденных столов, стали символом борьбы за безопасность детей, воспитания уважения и силы любви, утешая сердца многих родителей, напоминая о том, как важно заботиться о будущем и быть внимательными к окружающим. Саре Линдстрём невероятно повезло. Ее спасла маленькая фотография на молочной коробке, которая стала решающим событием в ее судьбе и началом новой жизни, полной надежды и мечты. Но многим другим детям так и не повезло так же. Эта история оставляет множество вопросов и размышлений для будущих поколений. Дорогие зрители, что вы думаете об этой трогательной и поучительной истории, наполненной миром любви и заботы? Пожалуйста, расскажите нам о своих мыслях в комментариях. А если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые удивительные истории, которые обязательно заставят вас задуматься о нашей жизни. До свидания и оставайтесь с нами.